Доброго всем времени суток! Добро пожаловать на канал Таро Гадание Инфо. Благодарю вас за то, что вы со мной, за поддержку канала, за ваши замечательные комментарии, за лайки, за подписки. Спасибо. Тема сегодняшнего расклада. Кто следит за тобой? С какой целью? Для начала, девочки, делаю вашу идентификацию. Если резонирует, вы себя узнаете, значит, есть смысл смотреть до конца. Один вариант. Если во время сигнификации понимаете, похоже на вашу там подругу Наташу, то у вас появляется возможность сбросить ей это видео. Пусть она тоже узнает, кто же за ней следит. Итак, какая девочка пришла на расклад? Какая вы? Вау, дьявол. Да, интересное сочетание. Дьявол, одиночество, клетка. Сейчас кто-то из девочек прям боится очень одиночества. Может быть, сталкивался с этим одиночеством. Знаете, одиночество, оно тоже разное бывает. В идеале, конечно, это научиться самому от себя кайфовать и, знаете, быть с собой в гармонии. И когда ты с самим собой наедине, тебе должно быть как минимум не скучно, да. Есть всегда чем заняться, есть куда развиваться, планочку это повышать. А тут мне так вот почему-то первая мысль пришла, знаете, где-то у кого-то прям из девочек, может быть, какой-то период такой, прям боитесь одиночества. У некоторых это бывает в связи с утратой близких, родных. Надеюсь, ну, не на физическом в плане. Некоторых, к сожалению, да, уходят из жизни люди близкие. Но тут может быть расставание, может быть вот такое какое-то одиночество, которое пугает, гложет. Да, не то одиночество, в котором ты можешь заняться какими-то действительно, не знаю, что там, делами себя занимать и, в принципе, даже от этого получать удовольствие, да. Иногда одиночество приносит радость, наполнение, как передышка. А тут у кого-то прям совсем по-другому. Ладно, кто-то боится остаться самим собой наедине, как клетка, как в клетку попасть. У кого-то тут по жизни, может быть, даже был уже какой-то опыт. Знаете, тут меня вот часто вот так вот, если прочесть вот эти карты, можно прочесть, как будто бы был в вашей жизни, может быть, мужчина. Очень часто эта карта вот так вот не считывается. Ну, где-то, знаете, такой мужчина, который привык фокус внимания на себя перетягивать. Где-то по этому павлину, ну, где-то самовлюбленный, где-то мужчина вот уверенности вам бы и мне бы, может быть, занять бы у него, да. Где-то любит подчеркнуть там свои какие-то достоинства, где-то даже, может быть, атрибуты роскошной жизни, вот так вот подчеркнуть, я могу себе это позволить, уделяет много внимания себе, своей особе, может быть, даже вкладывается в себя во всех смыслах, да, там, занимается своим здоровьем, образованием, может, себя холит и лелеет всячески, ну, такой мужчина, он интересен для многих женщин, то есть он всегда притягивает внимание. Где-то вы могли пересечься, и у вас как роковая встреча, да, роковое влечение, может быть. Смысл этого всего, вполне возможно, эта встреча, она изменила ваше видение мужчин, взаимоотношений между мужчиной и женщиной, на себя по-другому посмотрели. Я хочу сказать, что после встречи с таким мужчиной, знаете, тут есть и плюсы, и минусы, да, ну, вот почему-то мне вот это какое-то ваше состояние, одиночество тут, и по дьяволу, и клетка, тут как ловушка какая-то. В чем это заключается? В том, что после такого яркого мужчины, который планочку вот так вот как-то, он тут себе какую-то планку так поднимает, и он пытается этому соответствовать. Где-то тут какие-то понты, конечно, может гонять. Но в основном, девочки, этот мужчина показывает, как где-то нужно себя любить, как нужно где-то к себе относиться. Тут, знаете, умный человек может извлечь из общения с любым человеком, с любым, да, вот в окружении там, пользу. У всех можно поучиться чему-либо. Вот у этого человека тоже вы могли бы
чему-то поучиться. Ладно, это уже совсем из другой оперы. Тут как будто после такого мужчины могут быть встречи с другими и вообще видение мужчин, знаете, как будто бы они могут вам казаться пресными, неинтересными, как-то тоскливо все. Вообще, как будто бы на его фоне все мужчины проигрывают. Так часто бывает после вот этих качелей с нарциссами, да, с самовлюбленными, когда вот эта яркость эмоций, вот это вот накал, в общем, страстей каких-то, а потом обыкновенные, среднестатистические, замечательные, спокойные, уравновешенные мужчины, с которыми можно действительно выстраивать какие-то отношения очень действительно и глубокие, и они могут закрывать потребности женщин, самые вот все необходимое есть в этих мужчинах. Они не привлекают очень часто, пока женщина не выздоровеет от этих предыдущих отношений. Вот тут такая история. Скорее всего, клетка — это как ограничение, это ментальное ограничение. Это то, что где-то ваши установочки могут быть уже как сформировавшиеся. Ах, павлин, это вы? Нет, это мужчина какой-то. Ну вот, мне вышла хитрая лисичка. А вы, вряд ли вы павлин. Письмо, информация, это о чем? Ангел и демон. Или вы как будто бы начинаете осознавать, что вам бы не помешало бы где-то тоже вот так вот себя любить. Вот письмо — это как информация, ангел и демон. Вы периодически, может, постараетесь даже самой себе сказать там, вот правда, как будто бы я могу быть такой. И тут карта лилия, рост, развитие, есть к чему стремиться. Может быть, правда, как будто бы вы чему-то обучились в этой истории взаимодействия с этим мужчиной. Ну, то есть тут во благо даже. Может быть, в моменте это было критично, болезненно, фатально даже. Может, как роковая страсть, болезненная. Где-то вы столкнулись с его хитростью, где-то человек мог не договаривать, умалчивать о чем-либо. Такой мужчина, он сам себя никогда не обидит. Тут никогда он не будет жертвить, никогда не говори никогда, но как будто бы это совсем не его модель поведения, это где-то под кого-то подстраиваться, там, прислушиваться даже особо. Ну, такое в моменте может, когда ему действительно выгодно, когда он планирует там извлечь выгоду из каких-то взаимоотношений. Ну, эгоистичный довольно-таки. Так, ладно, мы вообще-то о вас, девочки, о вас. Карта мораль. Мораль. Так, на вас? Да, это на вас. Вот в сочетании с этим всем, с этими какими-то уроками, которые вы проходите, то как будто бы вам слишком болезненно дался этот урок. Где-то мораль — это ваша доброта, открытость, где-то наивность, где-то, может быть, то, как вы судите людей по себе, да, вот как вы относитесь к окружающим, да, пытаетесь выстраивать отношения, где-то переносите вот это видение, и вам кажется, что и люди так к вам должны относиться. Мне показано, что сердце разбито иллюзии, ожидания, мечты. Ну, вот как-то так. Где-то отчасти, потому что как ребенок, где-то наивная. Была. Ну, вообще, карта морали — это очень хорошая карта. Это человек, который старается поменьше там какие-то многоходовочки, да, манипуляции применять. Для вас очень важно, как будто бы в отношениях было доверительные отношения. В отношениях поменьше там исключить подлость, предательство. Если можно это исключить, то вы будете стараться это исключать. Так, почему дьявол и одиночество? Время, разбитое сердце, время. Оно, может быть, показывает, что у вас сейчас такой какой-то период, где вы учитесь, может быть, правда, быть самой с собой наедине. Дьявол — это часто зависимости, привязанности. Может быть, были созависимые отношения. Сейчас как будто период, может, восстановления, можно так прочесть, да. Время прошло, разбитое сердце должно зажить. Должны научиться жить одной, в прямом смысле, с опорой на саму себя. В прямом смысле где-то научиться познать саму себя. Вот даже одиночество, оно может быть как целительно в вашем случае, девочки. Но мне так показано. Но вы не совсем к нему так как-то относитесь. Как вам сказать, не совсем от него кайфуете. Может быть, еще вот эти вот какие-то остаются, да,
знаете, как человек выздоравливает, а еще побочные какие-то остаются, как это сказать, моменты, не моменты, воспоминания, взаимодействия с каким-то мужчиной. Вот где-то иногда как пробивает, накрывает, вы все равно, может быть, вспоминаете, вам бы хотелось бы, но хотелось бы той картинки, которую вы там себе намечтали, придумали. Но если разобраться, вы не хотите повторения, допустим, проявлений со стороны мужчины, которые вас там, понятно, ранили. Как-то так, как выборочная какая-то память у вас все равно. Мне так идет. Так, ладно, наверное, все мы этим страдаем, да, помним хорошее и забываем то, какую боль нам люди приносят, и мы видим их одними, все равно какие-то иллюзии мы строим. Так, ладно, девочки, что-то не вот так пришло. Подпишись на канал и поставь лайк. Не стесняйся. Кто же следит за вами? С какой целью? Кто этот человек, который за вами следит? И с какой целью он за вами следит? Кто за вами следит? Ой, 3 карты. С какой целью он следит за вами? Уж не знаю, что там. Может быть, соседка следит за вами. Во сколько вы приходите с работы, во сколько уходите. Уж не знаю, там, что им нужно. Или какие кавалеры вас посещают. Может, отмечают у себя в графике. Так, кто следит за вами? И с какой целью следит? Кто следит за вами? И с какой целью этот человек за вами следит? Ух, кто следит за вами? С какой целью он следит? Так, на прямых. Кто следит за вами? С какой целью человек за вами следит? Начинаем. А что, эротическую берем? Да не берем. Ладно. Сегодня что-то не хочется. Много эротики у меня сегодня было. Сегодняшний день сплошь пронизан эротикой. Ладно. Это я говорю в конце тяжелого рабочего дня. Ладно. Так, полное удовлетворение. Так, кто следит за вами? Кто эти люди? Ух ты! Звездочка какая-то. Паук. Королева кубков. Женщина за вами следит, кстати. Интересно. Приинтересно. Ух ты, тут женщина, которая может так голову заморочить. Что тут, блин? Сейчас. Интересно. Так. Женщина, которая... Вот она сама по себе мне показана королевой кубков. Эта женщина, она так себя позиционирует в обществе. Такая какая-то чувственная, нежная, девочка, может, атрибуты, вот какие-то там, вот какие-то, знаете, такие девчачьи вещи, аксессуары, как вам сказать, в общем, подчеркнуто как-то так вот. Цвета какие-то, может быть, в одежде, я имею в виду, может быть, бижутерия, колечки там всякие, там, сами понимаете, да, вот как-то такая вот она милая, и хотела сказать няшная. Ладно, но при этом, девочки, вот эта карта говорит о том, что это всего лишь как такая маска. На самом деле человек намного, я даже не знаю, не буду говорить продуманней, вот. Вот я там могу сказать. На самом деле человек планирует, если вот так вот можно сказать, не то, что там холодный у нее там расчет, можно и так сказать. Ей выгодно казаться, может быть, даже для вас какой-то более эмпатичной, дружественной. Вот почему-то так мне.
На самом деле человек четко знает, к какой он идет цели, мечте. Может быть, даже как сети расставляет и использует даже людей, моменты. При этом старается все-таки использовать как-то так, знаете, не слишком грубо, не слишком как-то, ну, не по-мужски, да, вот, не там, не решительно, а скорее всего она так продумает, где-то перестрахуется, вот как-то так, где-то там, тут даже как карта мне двойка кубков, тут девятка кубков, такая женщина, которая по большому счету найдет подход, и найдет подход к любому человеку, и будет знать, на какую тему заговорить, и как-то это так любовно, ласково, прям учиться можно. При этом звезда на ней тоже характеристика. Ну, звезда может быть какая-то местная, там, ну, уже не знаю. Интеллектом все в порядке у нее. Мне почему-то даже вот тут мне так это идет, считывается, что вот это вот желание показать, что она такая прям внимательная, чуткая, да, какая-то даже, может, заботливая, она вот так вот как-то показывать себя. Как-то это вот человек может это использовать, опять-таки, для достижения поставленных целей. Там, то ли это карьера, то ли это какие-то даже налаживание каких-то связей. Для чего? Для того, чтобы, может, по социальной лестнице идти. Тут такая девушка далеко пойдет. Знаете, не будем никого осуждать, но все как будто бы будут применять все, что можно. Я же говорю, к любому найдет этот подход. Опять-таки, интеллект, наличие талантов, способностей, внешне привлекательно, знает, как подчеркнуть там свои какие-то достоинства. По звезде еще, ну да, правда, идет к своей какой-то цели, тут конкретно идет. Тут не просто маленькими шажочками, а вот у него тут план какой-то. И вполне возможно в этот план втянуты очень много людей. И они даже, знаете, как винтики в какой-то системе, они сами того не осознавая, где-то играют в ее игру и на руку ей. При этом даже она не может сказать, что она там особо токсичная какая-то. Вот тут этих карт не выходит такие. Тут она как-то старается так полюбовно как-то это все еще, это все решить. Так, на самом деле вот тут дальше карты, ну, это больше как из магической колоды, карта Морочка. И сочетание вот этих вот карт мне все-таки хочется так прочитать. На самом деле женщина сама собственными руками, собственным интеллектом, способностями, она способная, какие-то навыки у нее есть, она их применяет. Тут она как-то людей, я не могу говорить, что там в транс вводит и заставляет в своей игре как-то участвовать. Ну, тут вот Морочка, тут в прямом смысле, как будто бы люди не видят ее истину, ее не видят. Она настолько может быть какой-то радушной, такой обаятельной. И это даже какая-то часть ее, ну, натуры. То есть я не могу сказать, что она полностью лживая. Но на самом деле все намного как будто бы серьезней. Вот она может как людям эту одевать как повязку на глаза, и они не видят. Вот. А Морочка, смотрите, тут вот на карте изображен тут человек, который, да, вернее, это как костюм человека какой-то. Это страшная карта на самом деле. Видите, вот какая-то сущность, она непонятная. Ну, ясно только одно, что это не человек, да, это непонятное что-то там. А это непонятное что-то, как одевать этот костюм. Видите, и он как тут как молния раскрывается, так и бабах, и падает этот костюм. То есть она как многоликая, она умеет подстраиваться, она, ну, тут такое какое-то, тут прям мурашки по коже. Подпишись на канал и поставь лайк. При этом показано, что это она избрала этот путь для того, чтобы карта горы, какие-то препятствия преодолевать в своей жизни. Может быть, там, ну, изначально, почему-то мне в голову приходит, да, изначально какие-то неравные были у нее условия. В каком плане? Если она, допустим, где-то там пыталась пробиться, там, какую-то более обеспеченную жизнь себе
пыталась выстроить, да, может быть, там родители недостаточно могли ей помогать, и она надеялась только на себя. Как будто бы ей приходилось приспосабливаться. И она нашла вот это вот какой-то такой для себя способ. При этом вот карта судьба. Вот это человек, который собственную судьбу, собственными поступками, руками вот творит. Так, ребенок, лечение, полет. Может быть, даже в детстве, да, если там бывает, правда, как не хотела такая фраза, когда тяжелое детство, она как-то уже исковеркана, это как-то, знаете, как синоним, да, какой-то такой непонятный, да, тяжелое детство. Но вполне возможно, тут вот мне показано на нее характеристику. Может быть, она с детства для себя осознала, что если не она сама эту судьбу свою не выстроит, то за нее никто это не будет делать, ей особо некому помогать. Вот тут такое что-то, тут как будто бы показывают, как характер женщина сама с детства сама себя лепила. Это было болезненно. Ну, вплоть до того, что, правда, если так подумать, там, если мама, допустим, ее одна воспитывала, или недостаточно средств было в семье, то вот как карта лечения, смотрите, тут бабушка какая-то, и вот этот ребеночек как утыкан этими какими-то иголочками, это сродни кукле Вуду. Как будто бы эта женщина, она прекрасно для себя осознала, что в ее случае все средства хороши. Но она в первую очередь будет вот так вот как-то пытаться полюбовно, где-то может быть хитро, где-то подстраиваться под кого-то, где-то сознательно глаза кому-то закрывать. При этом цель есть, мечта есть какая-то, она к ней идет. С интеллектом все замечательно. Тут такая женщина, тут она действительно далеко пойдет. При этом женщина вот по 9 кубков может себя баловать, где-то кайфовать, где-то показывать, весело проводить время, быть, ну тут скорее казаться. Ну, многие воспринимают это ее как искреннюю, веселую, может быть, веселые компании, общение. Даже какие-то мужчины вот ведутся на вот эту вот яркость и веселье, вот улыбка. Тут женщина очень много улыбается, вот, кстати. Насколько она искренняя, не знаю. Она уже, по-моему, свыклась, вот как будто сроднилась с этой какой-то как личиной. Вот тут это же как оболочка вторая, вот как личина, она уже, наверное, к ней приросла. При этом она старается кайфовать, вот карта ощущения полета. И цель, вот на самом деле, по карте звезда. Ну, я не удивлюсь, если тут желание заработать. Тут сети, это же паучок и сети, это стабильность, материальная стабильность, во всех смыслах стабильность. Женщина хотела бы твердо стоять на ногах, может быть, в прямом смысле полностью управлять своей судьбой. Ну, где-то ресурсы брать у окружающих, да, все-таки, да, правильно распорядиться какими-то шансами, может быть. И при всем при этом она понимает, мне так идет, вот как по этим картам, что она понимает, что жизнь быстротечна, тут как будто бы она кайфует, умеет кайфовать, умеет радоваться жизни. И для нее очень важно вот это ощущение полета, может быть, в моменте свободы какой-то, да, вот такая женщина мне пришла, интересная, но, честно говоря, чуть-чуть у меня от нее мурашки по коже, я не знаю почему. Ну, тут как черная кошечка, да, наверное, ждать можно всего чего угодно. Пока с ней хорошо, то хорошо, но не приведи Господи, если ей перейдешь дорогу, тут такая дамочка, знаете, правда, не знаешь, чего ожидать. Вот такая вот женщина следит за вами, почему-то мне показано. А почему она за вами следит? Даже не знаю, звезда. Оставим звезду, да. Внешне привлекательно, еще говорила. Почему она следит за вами? Угу. Может быть, вас свела судьба. По карте компас ваши пути, дороги пересеклись. У кого-то связано с работой, взаимоотношения. Тут по 6 пентаклей. Так, повешенный, справедливость, удача, бита, пробой. А вы не могли ее ничем обидеть? Вот так вот, как бы не хотя задеть, обидеть. Сейчас я спрошу, кто тут, что-то за принцесса тут обижена. Это ожидание,
опасность. Почему она следит за вами? Такое у меня ощущение, как будто бы она вам не очень доверяет, честно говоря. На вас выходили карты одиночества, да? Тут уставшая женщина, и тут очень похоже, то ли рабочие какие-то взаимоотношения, то ли отношения, какой-то денежный подтекст такой, может быть, не знаю, какой-то род деятельности, где-то пересекаетесь. Может быть, бумаги какие-то там, вот тоже юридические какие-то там, ну, что-то такое вот мне вот похоже очень. Ладно. Как будто бы вас вот судьба сводит вместе. При этом мне так считывается, что вы все-таки как будто бы где-то считываете какую-то ее неискренность. Или вам кажется, что как бы она там радушно себя не вела, как бы она не улыбалась, там, да, вот там не пыталась даже как-то ласково, может даже там даже ласково она может как-то к вам проявляться, а вы как фальшь какую-то ощущаете. И вот эта вот какая-то неискренность, она, может быть, даже вас останавливает от не то что там налаживания отношений, а вы, в принципе, как будто бы дистанцию так держите, вот такую вот мне так показано. Где-то вы устали даже, устали. Давайте я спрошу. Так, почему она за вами следит вообще-то? Ну, потому что она считывает, что вы не совсем ей доверяете, и она вам не доверяет. Карта лиса, хитрость. Как будто бы она, может, пытается к вам как-то и так наладить контакт, может быть, как на свою сторону вас, перетянуть, привлечь. Может быть, повторюсь, она там как будто бы уже знает, как на кого влиять. Это даже не особая манипуляция, я вам хочу сказать. Она просто как подстраивается. Она каждому человеку находит свой подход. Если там человек может быть умный, очень умный, то у нее один разговор. Если можно как-то какие-то ласковые слова, как-то так вот расположить, то достаточно и этого. Вот какой-то такой интересный у нее подход, необычный, в плане того, что вот как-то умеет она эксплуатирует даже вот, скажем так, наверное, эксплуатирует, это даже не то слово, а прощупывает даже какие-то, не то что там ахиллесову пяту ищет, да, но какие-то болевые точечки вот находит на что надавить для того, чтобы получить нужный результат. При этом даже как-то безболезненно для других. Ну, в общем, высший пилотаж, наверное. Ну, я не восхищаюсь, но я, наверное, восхищаюсь где-то. Да, это как эти какие-то прям интересно. Это какое-то искусство, да, манипуляции все-таки. Так, ладно. Смотрим. Вот эта вот карта одиночества. Это карта как уставшая, изможденная женщина. О чем эта карта? Это вы? Вы устали разочаровываться. И это в контексте этого всего карта одиночества, вот эта карта усталость, это говорит о том, что на самом деле вы уже правда не верите. Не верите в искренность, может быть, ее поступков, мотивов ее поведения. Вот тут как будто бы вы, вот, и она это тоже считывает. Вот тут такое. То есть, другими словами, она следит за вами, где-то подмечает ваши какие-то реакции. Почему? Потому что она вот прям как считывает то, что вот вы понимаете, что она не совсем искренняя. То, что вы предпочитаете там вот тут одиночество, может, не в прямом смысле, там вы волк одинокий, как-то дистанцию какую-то, вот какой-то рубеж вы не переходите. Вы вот как будто бы можете там разговаривать, там, понятно, как-то общаться, выстраивать эти коммуникации, но при этом вот какой-то вот рубеж этот остается, все равно. Так, так. Шестерка, повешенный. Тут как будто бы, знаете, почему она еще за вами наблюдает? Она ищет вот эту ту самую, не то, что там болевые точки, уж даже не знаю, как это сказать. Тут карта повешенная и шестерка пентаклей. И вот все эти карты как будто бы говорят о том, что ей интересно даже, ей это интересно найти ваше вот это вот уязвимое какое-то место, найти какие-то к вам подход.
по большому для чего? По большому счету для чего? Для того, чтобы, наверное, ну где-то она даже вас считывает, что вы для нее опасный. Вот не знаю почему. Если там это рабочие отношения, то вполне возможно, она даже подозревает, что ну, каким-то образом ей выгоднее вас иметь в, ну, как это сказать, ну, не обязательно, это не друзья, нет, в соратниках, в единомышленниках, да, вот тут как-то так. Подпишись на канал и поставь лайк. Так, а о чем это обида? Обида. Так, это вы? Почему она за вами следит? Это вы обижены? Нет, это не вы, карта отторжения. Это у нее какая-то обида. Ну, знаете, как будто бы могло что-то такое вот, она как-то, может быть, даже ваше нежелание идти там с ней там в какое-то сближение, да, в союз какой-то, ну, рабочий, там, не знаю, там, может быть, даже она всячески там как-то предлагала свою дружбу, да, вот как-то так вот сама проявлялась, а вы как-то дистанцию держите, то это в моменте могло, правда, как ее обидеть, задеть. Энергетический пробой и ожидание, тут и пустыня. Тут как будто, вы знаете, две женщины, которые играют, не знаю, в шахматную какую-то партию, да, пытаются выстроить. Одна второй не верит, и одна и вторая друг другу не верят. Вы пытаетесь ее как будто бы, так, знаете, анализируете, прощупываете и выбираете так, держаться на расстоянии. Вообще не верите вы ей. А она это понимает, но тоже почему-то она думает, что лучше с вами как-то так мирно, полюбовно. Где-то ее задевает то, что вы не хотите с ней там прям сближаться, какие-то там выстраивать прям такие типа дружеские. Ее устроила бы даже ваша фиктивная какая-то типа дружба. Даже какие-то ваши улыбки, там уж не знаю, там поддержка, может быть, там над шуткой какой-то ее там посмеялись. А я вас так считываю. Не то, что там вы бука какая-то, но ну, как будто бы вы говорите, да сфига ли я буду, зачем мне притворяться? Тут у вас как будто бы в абсолютно разный подход. Мне так идет, вы как будто бы женщина, которая, да и вы, может быть, прямо скажете, или вы не любите вот этих каких-то многоходовых манипуляций, вам это претит, и вам прямо аж, прям, как, знаете, ну, я прям говорю, как оскомина какая-то. Как это, ну, какое-то такое вот, это вы разные. И она, может быть, даже где-то обиделась, потому что она тут, ну мне тут и карта такая обида, знаете, это несерьезно, как очищение, то есть мимо воли как-то так вот ее задело какое-то ваше отношение к ней, но это уже очищение, то есть это, ну, задело ее, потом она отошла вот так как-то. Интересно, пробой, ожидание, это о чем? Подчинение, опять очищение. Еще может быть, знаете, как в женских коллективах так бывает, если она там по звезде, это лидер, ей очень важно внимание, чтобы к ней было приковано. Она может быть такая, как публичная особа, может быть, ее там хвалят, там комплименты отвешивают, в том числе и девушки, может быть, да, там, а вы просто там устали уже от этого всего цирка, да, и тут, ну, самодостаточная, спокойная, вам не нужно никому льстить, никому там пытаться там казаться лучше, чем вы есть, там, или как-то навязываться в друзья. Вы, может, не даете, вот мне такое ощущение, как будто вы не даете этого вот подпитки, обожания, вот этого, каких-то комплиментов. Может быть, она к этому привыкла. Почему я так говорю? Потому что тут какая-то вот обида, энергетический пробой и ожидание. Она как будто бы все от вас ждет какую-то реакцию, а вы ее не даете. По карте пустыня это как человек надеялся там, опять ожидание, одно, а пустыня. То есть никаких эмоций, может быть, чисто рабочие какие-то отношения, и вам по-другому и не нужно. То есть вы как будто ведете себя так, как вы привыкли, и вы не хотите прогибаться под нее, не хотите по ее правилам как-то играть. А незримо она чувствует от вас какую-то опасность. Незримо вот
знаете, это как будто бы два разных вот полюса, два абсолютно разных человека. Каждый, она привыкла вот так вот, и у нее не получается. Она по-другому к вам пытается как-то подобраться. При этом я не могу сказать, что у нее какие-то цели плохие. Ну, где-то вас даже на свою сторону, повторюсь, перетянуть. Тут карта удачи оттуда. Тут как будто бы она сразу восприняла вас, может быть, сразу там настороженно. Но потом она почему-то посчитала, что вы, ну, не то, что там легкая добыча, ну, так она посчитала, что, ну, сейчас я все настрою, сейчас она тоже будет где-то как марионетка, не марионетка, но где-то будет, все равно она будет и со мной, и за меня, и мои разделять там какие-то взгляды, как может быть в моей команде, или там будет, ну, опять-таки, как минимум удобная, она посчитала, что вы будете это. А тут карта как будто бы, вот эта карта сочетания удача, остуда, обида, как будто бы бабах, а у вас может быть свое видение вообще всего. И вы явно не собираетесь отыгрывать ничьи там ожидания, и вы не собираетесь по ее правилам как-то, ну, скажем так, у вас вообще свое видение жизни и себя в жизни. Тут такое, как будто бы она к этому оказалась не готова. Ну, вот так. Тут какое-то как вам очень настороженное внимание с ее стороны. Вот так вот мне идет. То есть, по-другому, другими словами, с какой целью она за вами следит? Не хотела бы она, чтобы вы были ее врагом. Ей бы хотелось, чтобы вы, ну, где-то в ее игры играли, где-то были на ее стороне, где-то, может быть, даже обезопасить себя, дабы вы, знаете, ни в какой другой команде не были. Не обязательно там вы будете ее врагом, но даже если вы не будете на ее стороне, то тем самым как будто бы вы можете быть в какой-то команде, которая к ней не очень хорошо настроена. Вот. Вот поэтому она за вами так вот тут следит очень пристально. Ее задевает то, что она не может получить от вас вот такого какого-то там признания, обожания, подтверждения того, что вы там где-то цените ее. Ну, тут такое вот какое-то. Так. Карта мастерство. В том числе для нее очень важно признание, ну, она может быть действительно мастер своего дела, ну, объективно, да, там золотые руки у нее, там, чем бы она ни занималась, какой род деятельности, у нее это получается, и она к этому стремится, и для нее это очень важно, где-то получить вот это одобрение даже, помимо того, что там она привлекательная по звезде, там, внешность такая какая-то, там, вот эти все женские прибамбасы там какие-то, а тут еще и мастерство, вот тут важно и это все. Ой, а скажите вообще, скажите мне, товарищи, да? А скажите, вам как себя с ней вести лучше? Да, потому что такая странная какая-то ситуация, как вам лучше себя с ней вести? Князь, иллюзии, клевер. Вам себя с ней. Воздержание, шансы воздержания. Вообще без бутылки Корвалола не обойдешься. Я не могу понять, девочки, если какие-то есть мужчины, там, если это рабочие моменты, да, или там вы где-то встречаетесь, тут вам говорят, упаси Господи, переходите ей дорогу в том плане, что там третий фактор, там, если какой-то мужчина, скажем так, он ей интересен, то тут понятно, тут почему-то вас предупреждают, чтобы ни в коем воздержись, а даже от каких-то проявлений в сторону этого мужчины, вам говорят. Потому что на самом деле какой-то мужчина может и вами заинтересоваться. Тут вот как не давай шанса, вот, чтобы ситуацию накалить. Тут может быть ревность, взрывы какие-то, агрессия, потому что она привыкла быть звездой девочки. Ну, что они мне говорят, то я вам передаю. При этом вот показано, что вы должны ее даже где-то в каких-то иллюзиях. Вполне возможно, знаете, у нее как где-то ее даже несет. Ей кажется, может быть, что она там вот по этой карте все-таки сочетания там такие, ну, все-таки как она там звезда, местная, не местная, не знаю.
как будто бы вам советуют где-то поддерживать какие-то иллюзии, в которых на самом деле она сама пребывает. По поводу ее, может быть, там, неземной красоты, по поводу того, что там она сногсшибательно как-то на мужчин тут почему-то тут вот как будто бы не нужно переходить ей дорогу, не нужно тут шансы брать, знаете, вызывать какую-то ревность, соперничество. Исключительно, вот я имею в виду тут по поводу мужчин. Не надо вам это, вам ничем, для вас это ничем хорошим не закончится. Тут может такая какая-то разгореться, ну, война, не война, но тут какие-то страсти такие. Не знаю, насколько для вас это важно. А вообще тут как будто бы она на самом деле очень падка на какую-то лесть. На самом деле где-то, ну, что вам тяжело сказать? Ну, конечно, на тебя там так мужчины смотрят там или кто-то конкретно. Вот как будто бы очень важно ей вот эти вот ее в этих иллюзиях, не знаю, подпитывать, да, вот. Ну, не говорю льстить, может, правда на нее кто-то там смотрит. Ладно, девочки, я вот об этом не советчик. С меня еще тот льстец. Ой, ладно. Так, еще одну карту, как вам себя с ней вести. Практично в плане, конкретно, да. Сегодня стулья, завтра деньги, да, или как это? Ну, как-то более, с другой стороны, более как-то приземленно, рационально, да, или о чем это? Нет, о чем это? Эмоции, не понял. Вам предлагают, девочки, как себя вести. Все-таки вот на ее языке попытаться разговаривать. У нас у каждого свой язык есть, да, как мы общаемся. Тут карта вода, эмоции. То есть, ну, попробуйте, если вам это нужно, если для вас это важно. То есть, говорят, вы можете достичь очень многого, в том числе и материально вы выиграть почему-то можете. Если вы постараетесь как-то смягчить ситуацию, как-то тоже так обтекаемо, как-то так польстить, где-то подчеркнуть ее достоинство, где-то подчеркнуть, что мужчины на нее обращают внимание, где-то сказать, у тебя есть много чему поучиться там. Ну, и это правда, вы найдите, чему у нее поучиться. Я думаю, у нее и правда есть чему поучиться. Ну, тогда это прозвучит, может быть, искренне. Потренируйтесь перед зеркалом. Как будете идти на работу, потренируйтесь. Ну, так аккуратно переходите дорогу. Ладно, девочки, все, спокойной ночи, товарищи, да. Просто у меня уже глубокая ночь. Ой, спасибо за то, что вы были со мной. Кому было интересно, полезно, подписывайтесь, ставьте лайки. До новых встреч.